Борис Леонидович, вот во многих регионах России уже наступила зима, в европейской части постепенно наступает. Пожалуйста, обозначьте, в каком состоянии наша энергетическая система подходит к зиме. На недавней встрече глава Россетей, недавней встрече с Мишустиным сказал, что за счет дополнительных мощностей в этом году риск отключения энергии, электроэнергии сведен к минимуму. Согласны ли вы с такой оценкой и в целом какую бы оценку готовности дали? Ну, есть такая народная энергетическая мудрость. Зима покажет, кто где врал. Готовность, да, и Министерство энергетики паспорта готовности к отопительному сезону положительная дала 97 теплоэлектростанциям. Но здесь есть нюанс. Мы ведь живем в стране, где важна не только электрическая, но и тепловая энергия, что характерно. У нас с момента ликвидации Министерства ЖКХ настала достаточно странная ситуация, она не меняется. Министерство энергетики отвечает за те объекты генерации тепловой энергии, где одновременно идет электрическая генерация. То есть простые котельные в зону внимания Министерства энергетики не попадают. Все, что у нас есть для того, чтобы понимать, как идет подготовка, это департамент ЖКХ в Министерстве строительства Российской Федерации. Огромный отдел на нашу маленькую страну, 35 человек. Ну, это, конечно, достойный такой подход. В этих условиях, разумеется, все, что могут делать специалисты департамента Минстроя, это объяснять регионам, что дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. То есть берите на себя максимум функций, пытайтесь с этим справиться. С учетом того, что у нас происходило, так скажем, с тепловой генерацией, у нас есть котельная, которая находится в ведении муниципалитетов, находящаяся в аренде, находящаяся просто проданные, приватизированные, так скажем, и так далее, и так далее. Там концессии, еще какие-то формы самые разные. Готовы они все или нет? Проверить можно только проведя тщательный опрос каждого нашего региона. И, может быть, получим ответ, потому что на день сегодняшний нет ответа на вопрос, сколько в России котельных. Ну, просто нет. Но то, что смогло учесть Министерство строительства, департамент ЖКХ, порядка 48 тысяч. Но туда не входит, в это число не входит ведомственные котельные, Министерство обороны, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство спорта, то есть все наши военные гарнизоны, понятно, но у нас есть школы, находящиеся в удаленных регионах, в холодных регионах, у нас есть всевозможные медицинские учреждения и так далее, и так далее. Ну, соответственно, вот действительно зима покажет ту степень готовности, которая есть не в отчетах, а в суровой реальности. Вот как-то так. Мгм. Стараюсь внимательно следить, какие новости будут поступать, в каком состоянии теплотрассы, поскольку за ними централизованно никто не следил. Что у нас получилось с подготовкой ресурсов, есть ли у всех уголь, э, кто там где чем еще топит, поскольку неизвестно количество котельных, тоже невозможно понять. Так что стараемся внимательно следить и, конечно, радоваться тому, что нет государственной информационной службы по этому поводу. Это очень удобно, можно обзванивать все регионы, знакомиться с новыми людьми, это приятно. Борис Леонидович, вот если говорить про электроэнергетику, недавно глава Минэнерго Цивилев признал то, что в стране существует сейчас дефицит 25 гигаватт. Некоторые эксперты расширяют эту цифру даже до 30 гигаватт. Насколько критична сейчас ситуация? Можно ли ожидать, что там по истечении 50 лет могут вернуться веерное отключение электроэнергии, как это было в 90-е годы? Ждать не можно, а нужно. Нужно ждать всегда, потому что резерв мощностей никто не отменял. У нас климатические условия не те, которые позволяют отдыхать спокойно в этом отношении. Такой, наверное, самый разительный пример – это Якутия, где резервирование составляет 100%. И Мгм. других вариантов нет. Да, отопление Якутска газовое, мощности и газовой системы, и электростанции умножаются на 2. Точно известно, что 10 месяцев в году это не требуется, но январь и февраль при средней температуре минус 55 без вариантов.
То есть можно попытаться сэкономить на этом резерве, но тогда просто города не станет. Он умрет в самом буквальном смысле этого слова. Ну, что касается дефицита, то надо, мне кажется, опираться на профессиональную оценку системного оператора, который у нас является главным диспетчером. Предыдущее название — это Центральное диспетчерское управление. На их оценку, у них оценки более скромные значительно. Энергодефицит к 30 году виден в объединенной энергосистеме Юга, в объединенной энергосистеме Центра, Москва, Подмосковье, вот, так скажем, центрально-черноземный район. Намечается дефицит на юге Сибири и, безусловно, на Дальнем Востоке. Но общая оценка там в пределах 10 мегаватт, 10 гигаватт. Но это все равно очень много, то есть это же разбалансировка системы, в любом случае есть риски того, что где-то куда-то утечет и куда-то не притечет. Разумеется, а как же? Особенно И с как в этой учетом ситуации быть, к чему готовиться, то есть какие-то вот меры сейчас же нужно принимать, это мощности же так просто не введешь. меры принимать нужно, но на основании действующего законодательства ФЗ-35 2003 года выпуска закон об электроэнергетике — это то, что лежит в основе всех конкурсных отборов мощности, конкурсных отборов на модернизацию мощности, то есть модернизация старых электростанций. Результаты мы видим, один конкурс за другим срывается. На какие-то конкурсы энергетические компании просто не являются, мотивируя тем, что ценовые условия, которые разрабатывает Министерство энергетики, не подходят. С точки зрения экспертов происходит нечто совершенно невероятное. Те конкурсы, которые предлагались для Дальнего Востока, если пересчитать стоимость мегаватта установленной мощности, то есть сколько рублей нужно, чтобы был 1 мегаватт мощности. Мгм. 70 миллионов компаний не явились. 700 миллионов, простите. Это Ага. порядка 7 миллионов долларов, ну так очень грубо, за киловатт. А почему вызывает удивление? Строительство атомной электростанции Аккую в Турции, в чужой стране, связанное со строительством морского порта, нового города, с перевозками морскими через Суэцкие каналы и прочее, прочее, обходится в 4800 долларов за мегаватт. Борис И Леонидович, существует. Росатом на этом зарабатывает деньги, а угольная Не- электростанция, которая просит денег чуть ли не в 2 раза больше, слишком дешево. Ну, то есть вопрос, как стратегически эту историю менять. То есть это, получается, подходы к конкурсам или сохранять те старые неэффективные, там, как принято называть, эти мощности для того, чтобы резерв системы оставался. Ну, любое решение технической проблемы должно начинаться с технического аудита. Прежде всего, надо проверить, в каком состоянии находится все сейчас, и дальше размышлять, что можно делать дальше. Реформы РАО ЕС России 2008 года образца, напомню, основная цель — приход крупных частных инвесторов именно в строительство генерирующих мощностей. Должны прийти Мгм. частники и построить много-много электростанций. С 2008 года прошло достаточно большое количество лет, чтобы подвести итоги того, что из этого получилось. Оценить, подходит нам такая модель, не подходит. Почему первая волна строительства и модернизации новых мощностей прошла по договорам предоставления мощности. Государство гарантировало возврат инвестиций в течение 15 лет. Это дополнительные деньги, которые собирались со всего рынка. Ну, можно ли это назвать частными инвестициями? Да, да, Достаточно фактически странно. Достаточно государство странно. инвестировало, да. Это первый момент. Второй момент, который тоже, на мой взгляд, достаточно очевиден всем, кто просто посмотрит на данные все того же системного оператора. Если смотреть доли энергетических компаний в общем балансе, сверху вниз, так сказать, топ-лист, первое место — компания Росгидро, стопроцентно государственная. Второе место в последние годы вышла компания Интеррау, 100% государственная. Третье место — Росэнергоатом, 100% государственная. Четвертое место — Газпром Энергохолдинг, он контролируется государством. С учетом ушедших из России европейских компаний, акции которых переданы в ведение Росимущества, у нас доля государственных компаний в энергобалансе страны более 80%. Может быть, вот такой несложный анализ результатов реформы РАО ЕС вызовет какие-то мысли по этому поводу?
К сожалению, государственное акционерное общество у нас, как любые другие акционерные общества, главной целью своего существования, своего функционирования ставит получение прибыли. Не проведение государственной политики, а получение прибыли. Прибыль получается для того, чтобы дивиденды были отправлены в наш государственный бюджет. Может быть, вот здесь есть какие-то резервы для того, чтобы решать проблемы развития. Напомню, что в прошлом году на Восточном экономическом форуме Владимир Владимирович Путин повторил фразу: «Энергетика должна развиваться опережающими темпами». У меня, к сожалению, впечатление, что в Министерстве энергетики об этом не услышали. Достаточно досадно, на мой взгляд, но модель остается прежней. Тем более прогноз по потреблению уже только растет, будет, опять же, потребляться все больше и больше, даже с учетом того, что энергопереход, опять же, там так или иначе все равно на том конце потребления электроэнергии. То есть встает вопрос, конечно, как произведен, но тем не менее. Еще разговоры идут о том, что просто две версии. То есть это повышать тариф, то есть давайте еще раз соберем с бизнеса в первую очередь, соберем с... Вот сейчас реформа же для малого бизнеса, как мы знаем, да, повышен тариф сейчас уже повысился с этого года. Для населения в первую очередь, наверное, тоже эти риски есть. Как вот вы их видите? Мы их видим, мы их наблюдаем. За последние 3 года рост коммунальных платежей в России 30%. Это, мягко будет сказано, опережает инфляцию. Если внимательно послушать, что говорил господин Рюмин, глава Россетей, на встрече с премьер-министром, то он отчитался. Прибыль Россетей увеличилась на 18%, отпуск полезной электроэнергии остался тем же, как в прошлом году. На мой То взгляд, есть, достаточно очевидно, о чем он говорит. И второй показатель, который был доложен премьер-министру, о 255 тысячах новых подключений в течение года. Новые абоненты есть, роста потребления нет. Мне кажется, что система все ближе подходит к разбалансировке. Если не принимать экстренных мер, то рано или поздно это скажется. И самое досадное, если это произойдет во время отопительного сезона. Я надеюсь, да. достаточно мягко выразился, но риски такие, к сожалению, есть. И Министерство энергетики по-прежнему остается чуть ли не единственным в составе нашего кабинета министров, не имеющих собственной государственной информационной системы. То есть у нас по-прежнему, ну, если мы говорим о добычном секторе, э, девушки, работающие на очистке газа, нефти, отчеты пишут в табличке Excel. Может быть, надо что-то менять? Наверное, в компаниях-то в крупных все равно, и в добывающих, это какие-то собственные системы информационные есть, цифровизация там все равно, мне кажется, прошла ускоренными Кто бы темпами. спорил, но должна быть централизована. Ну, Ну да. очевидно. Иначе на основании чего Министерство энергетики анализирует ситуацию и делает какие-то прогнозы. А какие-то работы по ее созданию ведутся? Не знаете вообще какие-то, может, зачатки хотя бы? Нет, не ведутся. Уголовное дело по хищению средств одним из заместителей министра энергетики господина Тихомирова завершено. Находится он в местах не столь отдаленных, второй попытки пока не было. Угу, угу. То Ну, есть то есть тут первое вот бюджетное финансирование, деньги были просто разворованы. Второй попытки не последовало. и плюс на все это еще накладывается все равно и санкционный же момент. То есть банально просто тех турбин, которые поставляли европейцы, Siemens тот же, это их просто нет в рынке, получается. Иранскими турбинами сейчас пытаемся там что-то делать, да? Ну, если бы мы пытались сделать что-то иранскими турбинами, ну, наверное, был бы другой результат. У государственного холдинга МАПНа в Исламской Республике Иран, да, технологии есть. Технологии того самого Siemens, не последнего поколения, но целую часть проблем они могут вполне решить. Но для этого нужна научно-техническая кооперация такая более очевидная, более понятная. Какие-то успехи по турбинам есть у нас, какие-то есть у Ирана. Не объединять усилия, ну, на мой взгляд, достаточно странно. Может быть, конечно, это связано с опасениями новых санкций, так называемых, со стороны Европы. Но мне кажется, после 30 тысяч уже введенных можно перестать бояться. Ну, мне так почему-то казалось. Да, силовые машины, они
собственно, самостоятельно Бардашов, наверное, покрыть всю потребность в принципе не в состоянии. Там, я думаю, что тоже нет Ну, на возможности. самом деле, внимание пристальное к силовым машинам и КАДЕК, Рыбинскому объединенному заводу в составе Ростех, связано в основном с тем, что идет разработка газовых турбин. Но это только Мгм. одна из технологий выработки электроэнергии. У нас ее не было, поскольку традиционно мы этим не занимались. Так, чтобы было более-менее понятно, есть обычные паровые турбины. Здесь все понятно. Воду нагрели до состояния пара, подняли давление, отправили на лопатки турбины. Ротор крутится, электроэнергия пошла. И газовые турбины – это нечто другое. Это под большим давлением в топку подается природный газ и атмосферный воздух. И на лопатки отправляются вот эти раскаленные газы, которые в Мгм. результате получаются. Почему это не развивалось в советские времена? Ну, тоже достаточно очевидно. Нам значительно выше КПД у комбинированных электростанций, которые одновременно вырабатывают тепло и электроэнергию. То есть тут мотив понятен. Горячий пар прошел через турбину и обеспечил электрический ток, но он не выбрасывается в воздух, он идет в котел утилизатора, где греет воду. Даже у самых современных газовых турбин КПД в пределах 50%. Э, Общий КПД при одновременной выработке тепла и электроэнергии наших стареньких угольных электростанций 80%. Потому что 40% электричества, 40% тепло. И, разумеется, вот это было основой нашего советского способа обеспечения тепловой и электрической энергии. Результатом мы тоже, кто постарше, помним, 3 копейки за киловатт-час на протяжении 30 лет безо всяких изменений. И тот результат, который у нас был, самая холодная страна мира с самыми низкими тарифами на электроэнергию и тепло, было нашим конкурентным преимуществом во все времена. Сейчас мы его теряем многократными и постоянными повышениями тарифов за передачу электроэнергии, за производство электроэнергии, за производство тепла и так далее, и так далее. Мы растеряем это конкурентное преимущество, будет достаточно некрасивая картина, на мой взгляд. Ну, еще отдельно проговорим про энергопереход, наверное, тоже, который лепту определенную внес, что угольные станции. Я так понимаю, что ДПМ на угольную станцию получить Ну, крайне, да, крайне сложно. давайте обращаться к первоисточнику. 21 год, Российская энергетическая неделя, выступление Владимира Владимировича Путина. Впервые тогда прозвучало, что да, явление энергоперехода имеет место быть, но его сценарий не может быть унифицирован. Для каждой страны он должен быть разработан самостоятельно, и исходить нужно из экономической целесообразности, из климата, из того, что дает геология каждой страны. Где-то, как в Европе, нет ничего, где-то, как в России, есть все. Почему у нас должны быть одинаковые сценарии? Должны быть учтены демографические проблемы и так далее, и так далее. Тогда это было вызовом. Сейчас это постепенно становится мейнстримом, потому что действительно условия у всех разные. В Гвинее-Бисау и в Монголии немножко разные климатические условия. Да. Не может быть одинакового сценария энергоперехода. Задача, поставленная президентом, углеродная нейтральность к 2060 году. Углеродная нейтральность – это не значит, что мы отказались от использования ископаемого топлива. Это значит, что тепловых выбросов у нас по массе ровно столько же, сколько поглощает наша природа. Леса, сельскохозяйственные угодья и так далее, и так далее. Борис Это, Леонидович, да, если вы упомянули так вскользь вопрос санкций, вот если в целом посмотреть на этот вопрос, насколько сильно налагаемые антироссийские ограничения мешают нашей энергетике, в каких отраслях они наиболее ощутимы, какие технологии нам сейчас не удается заменить? Ну, давайте по порядку. Я по-прежнему считаю, что электроэнергетика – это царица энергетики. Мы добываем газ, чтобы получить электроэнергию, мы добываем уголь, чтобы получить электроэнергию. У нас целые регионы живут за счет сжигания топочного мазута. Мурманская область, Камчатка. Значит, и нефть мы добываем ровно для того же. Вот давайте сверху вниз и двигаться. Что касается газовых турбин, то образцы есть. Вопрос силовые машины
газовая турбина 170 мегаватт, Рыбинск 110 мегаватт, они вполне успешно пройдены. Вопрос в том, удастся ли их поставить на промышленный поток, так скажем. Конвейерный способ производства в обычных случаях это минус 20% по себестоимости. Второй момент, почему настолько выросли цены на все оборудование электростанции. Вот это вопрос, как ни удивительно, в Центробанк. Я позволю себе заметить, что еще когда впервые зазвучала речь о необходимости охладить экономику, я высказал опасение того, что мы заморозим экономику. В прямом Поскольку смысле слова, строить да? электростанции при такой учетной ставке достаточно сложно, и, к сожалению, очень тяжелый пример того, что произошло э, с нашим межправительственным соглашением с Казахстаном. Мы договорились с Казахстаном о строительстве 3 угольных электростанций на севере Казахстана и вынуждены были от этого просто отказаться. Да, государственная компания «Интеррао» должна была выйти на подписание обязывающего контракта, но по рассмотрению технико-экономического обоснования с коммерческими кредитами под 25% годовых мы понимания со стороны заказчика не услышали. Я очень мягко выразился, выразиться хочется немножко крепче. И мы опять скатываемся в странную ситуацию, когда мы продаем газ в Казахстан, в Узбекистан, в Киргизию, но электростанции строят другие страны, другие технологии, не мы. Вроде бы прошли через такую же ситуацию в Европе, где нас смогли Россию, наши энергетические компании, грубо говоря, вышвырнули с рынка. Мы вкладывались в строительство трубопроводов, строительство подземных хранилищ газа, но электростанции нам строить не давали. Результат. Недополучать прибыль – это снижать уровень двусторонних контактов, прямо скажем. Потому что если говорить о Казахстане, к примеру, самый большой по протяженности государственной границы сосед, энергосистема у нас, собственно говоря, работает в параллельном режиме. С точки зрения энергетики государственной границы у нас не существует, у нас проблемы-то одинаковые. Износ электросети, износ оборудования электростанции, взаимные перетоки идут в любых объемах, у нас объединенные энергосистемы синхронизированы. Что у нас там получается? В силу разной налоговой системы, в силу разного уровня субсидий в адрес бизнеса и населения, тарифы в Казахстане значительно выше. Казахстану не хватает газа. Газпрому не хватает той цены, которую может предложить Казахстан. Ну, по очевидным причинам. В том случае, если вариант идет какой-то комбинированный, газ подается для того, чтобы производить тепло и энергию на нами построенных электростанциях, находящихся в общей собственности, это уже двойная прибыль, и здесь уже появляется какая-то рентабельность. Но мы этого не делаем, потому что мы отстаем по производству самого привычного традиционного паросилового оборудования. Здесь проблема. Проблема с огромным количеством турбин, установленных на наших электростанциях, использованной технологии Siemens, General Electric. Есть и французские, и итальянские. Разумеется, планово-предупредительные ремонты никто не отменял. В силу того, что происходит, Министерство энергетики сдвигает вправо сроки проведения планово-предупредительных ремонтов, позволяет переносить сроки по понятным причинам. Тут либо серый импорт, либо срочное замещение всего, что можно. Да, риски есть того, что не успеем. Но здесь надо отдать должное, и «Газпром» очень хорошо работает, и «Росатом» этим летом сумел отремонтировать немецкие турбины, не прибегая ни к чьей помощи. Надеюсь, что риск будет снят. Мгм. Что касается того, что происходит с углем, вот мы касаемся General Electric, обратимся к первоисточникам. Владимир Владимирович Путин на российской энергетической неделе этого года говорил о том, что угольные электростанции нужно строить, но соответствующие всем современным экологическим требованиям, что мы наблюдаем в Китае, что мы наблюдаем в Японии и в ряде других государств. Если смотреть на угольные электростанции Китая, то там достаточно простая такая техническая идеология. Нагрузка на окружающую среду от угольной электростанции не должна превышать нагрузку на окружающую среду от газовой электростанции той же мощности. Китайцы с этим справляются. Если посмотреть на показатели наших угольных электростанций и китайских, то здесь достаточно занимательная картинка.
м, эффективность выше на 30%. То есть, грубо говоря, если нам для производства 100 киловатт-часов электроэнергии требуется 100 килограмм угля, то в Китае 70. Все эти технологии в России, как ни удивительно, есть. Но они Мгм. разбросаны по стране, принадлежат разным компаниям, разным научно-исследовательским институтам. И, в принципе, да, организационные усилия нужны большие, но мы можем повторить точно такой же результат. Мы этого не делаем и не делали до сих пор. Потому что в соответствии с действующим законодательством главным условием для победы в конкурсе на отбор модернизацию мощностей, то есть ремонт электростанций, модернизацию угольных электростанций, является цена. Кто ниже цену предложил, тот и молодец. Понятно, что предлагать новые технологии, связанные с новыми системами фильтров, с новыми уровнями давления, температуры и прочее, прочее, это дорого. Поэтому для того, чтобы выиграть конкурс, предлагаются старые технологии 50-х годов. У нас модернизация, замена изношенного оборудования 50-х годов на оборудование 50-х годов новое. Условия конкурсного отбора выполнены, все замечательно, мы отчитались. Был старый угольный котел 50-го года, мы поставили точно такой же, но вот 2020-го.